В этом видео вы узнаете 5 способов, как можно проверить жениха перед свадьбой. Ведь любая девушка хочет быть уверена, что она делает правильный выбор. Первый способ, точнее первое место, куда стоит обратить внимание, это мама вашего жениха. Наверняка вы с ней уже знакомы, раз речь идет о свадьбе. Посмотрите на эту женщину, потому что эта женщина – это во многом образ той женщины, которую он хочет видеть своей женой. Мужчина может говорить и представлять себе совершенно другую женщину. Вообще дети, в принципе, часто вырастают и говорят, что нет-нет, только не такие, как наши родители. Но если мужчина, например, жил в семье, где мама была всегда очень ухоженной женщиной, очень красивой, с нарядами, с прическами, и никогда не ходила в драных пижамах дома, поверьте, за 90% вероятности, что такой мужчина не сможет жить с женщиной, которая позволит себе иногда, может быть, даже во время болезни, а может быть, каждый месяц во время ПМС, быть в драной пижаме дома. Я не говорю, что драная пижама – это хорошо или плохо, мы все в быту разные, да, я очень сейчас это контрастно показываю, но поверьте, мама – это тот образ, который будет всегда в его голове. Если мама, например, его в отношениях с его папой была всегда доминирующая, то с большой вероятностью мужчина не будет сам проявлять инициативу быть доминирующим в паре. Опять-таки, это не хорошо, не плохо, просто вы оцените, что вам нужно, и посмотрите, в принципе, на шаблон ваших семейных отношений. Пункт номер 2, на что я рекомендую вам посмотреть. Насколько у вас доверительные отношения. Это не значит, что у вас нет секретов, и вы знаете все пароли друг друга, или можете посмотреть смс-ку в его телефоне. Нет, я немножко про другое. Если у вас есть какая-то трудность именно в контакте с ним, можете ли вы открыто прийти и ему сказать об этом? Это очень полезно, когда это есть. И самое время выстраивать это, если вдруг у вас этого еще не случилось, этого контакта, до вашей свадьбы. Вот до свадьбы вы можете очень хороший сделать фундамент. И многие вещи, которые до свадьбы вы можете внедрить и довести до автоматизма в вашей паре, станут невозможными после того, как вы поженитесь. Я говорю сейчас не о тех парах, которые прожили уже 15 лет, а потом решили пожениться. Да? То есть я говорю о более классическом варианте, когда люди делят этапы. Мы здесь встречались и не были мужем и женой, может быть, даже жили вместе, но мы встречались. И вот здесь мы уже живем как муж-жена. Вот этот момент, когда вы еще не признаете друг другу право быть как муж и жена, пусть даже гражданский брак, это замечательное время, когда можно потрясающе выстроить фундамент. И если доверительных отношений нет, и нелегко еще прийти к партнеру и сказать о ваших трудностях, о ваших сомнениях, подозрениях, о чем угодно, что вас мучает, сделайте это. Если вы понимаете, что с этим человеком это в принципе невозможно, у него может быть такой характер, что он не приемлет открытых разговоров, понаблюдайте и задумайтесь. Представьте, что вы через 20 лет, когда накопится много обид, много нерешенных каких-то дел, будете испытывать явную потребность с ним поговорить, а вы не сможете, возможно. Да? Посмотрите на это. Номер 3. Вы, естественно, должны быть уверены в том, что вы единственная. Если у вас есть сомнения, их нужно разрешить, прояснить до того, как выйдете замуж, иначе потом будет очень сложно. И если вы понимаете, что мужчина этот в принципе из категории так называемых бабников, и он каждую юбку провожает взглядом, имейте в виду, что сейчас он ее только провожает, и вы это замечаете. Через годы это может развернуться в измены, да, присмотритесь. Это тот человек, который способен жить долго с женщиной и не изменять ей, потому что любовь, или нет. Номер 4. Посмотрите, комфортно ли вам вместе в быту, потому что жить вам долго и каждый день вместе. Как сейчас смеялись про карантин, коронавирус, что многие браки распадаются, потому что люди не думали, что 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, много недель нужно будет находиться вместе. Посмотрите на ваши отношения с точки зрения, что вам нужно будет оказаться на необитаемом острове, одним с каким-то минимальным количеством
продуктов, вещей. Вам будет комфортно в быту с этим человеком, на него можно положиться, вы выживете с ним. Если вы понимаете, что в быту как-то вам сложно, и вы можете ругаться, если вы вместе рядом, задумайтесь. Номер 5. Естественно, вы хотите быть уверены, скорее всего, да, любит ли он вас, потому что смысл кликать по названию ролика «Проверить», проверить что? А правда ли он любит, а правда ли мне с ним будет хорошо там в браке спустя годы? Так вот, если у вашего потенциального жениха уже были до вас отношения, вы не первая его женщина, посмотрите, как он называется о прошлых своих женщинах. Если вдруг он говорит, что какую-то он любил сильнее, чем сейчас любит вас, я бы задумалась, что-то не так, нужно посмотреть. Ту любил больше, меня любит меньше, меня зовет замуж, что-то как-то не клеится история, да? Или, например, он может очень плохо отзываться о всех своих прошлых партнершах. Тоже стоит задуматься, потому что когда мы женимся, нужно понимать, выходим замуж, нужно понимать, что мы все-таки можем стать бывшими также для него. И классно все-таки, когда ты становишься бывшей, а он твоим бывшим, и вы можете потом нормально отзываться друг о друге и договариваться, и расходиться красиво. Обратите внимание, какие у него отношения, фразы, речь, какая по поводу своих бывших. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на канал. Если у вас есть комментарии, вопросы в комментарии, пишите их ниже под видео, я отвечаю. Я читаю, я вам рада. До встречи!